Добрый вечер, добрый день, дорогие зрители. Не знаю, когда вы нас будете смотреть. Уникальная возможность. Решили записать с человеком, который внес, скажем так, большую лепту в наш отечественный киберспорт. Это папа Дани Зевса, наверное, самый преданный фанат. И я уверен, что вам будет очень интересно посмотреть за вот тем родителям, который давал своему ребенку играть, который не запрещал долго сидеть наверняка за компьютером и который в свое время вник, скажем так, в эту тему. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, когда, скажем так, у Зевса началось влечение к компьютерным играм, что вы предпринимали или не предпринимали? И вникли вы сразу в этот вопрос? Или как оно все происходило? Где-то лет в 10 начал он ходить в зал играть. Потом дома начал играть где-то с утра до вечера, короче. Потом вместо уроков, ну и где-то уже лет в 11-12 на ночь уходил в зал играть. То есть как бы так вот. Ну, подъехал, посмотрел, где, с кем, все такое. Ну, не запрещал никто ничего. Но вот много сейчас родителей как раз-таки ставят палки в колеса своим детям. Иногда они правы в этом, но очень часто, скажем так, стараются просто не вникать в этот вопрос, абсолютно не разбираются, и у них есть стереотип, мол, сидеть долго за компьютером это плохо, там вообще не сиди, не играй и так далее. Делай там вот то, что я вот скажу, вот то и делай. Какое у вас к этому отношение и что бы вы могли посоветовать и детям, и родителям? Ну, а родителям в первую очередь это не навязывать им как бы свое, а дать возможность выбора. То есть как бы у 15-летнего, уже 16-летнего подростка есть право выбора, я так считаю. То есть если ему это нравится, пусть развивается дальше и растет хорошим спортсменом, кибер, тем более это сейчас всем интересно и актуально. А у ребят, ну, если они хотят, если у них есть цель и желание, то есть не обязательно можно идти на поводу у родителей. Можно играть, находить время и совмещать со школой, даже если это важно и требуют родители. То есть школа же не занимает круглосуточно, как бы учебу и все такое. Давать право выбора, это самое основное. Вот и все. Но вот здесь всегда присутствует тонкая грань, которую очень тяжело прочувствовать. Родитель любой там отчасти переживает, конечно, за свое чадо и боится, что ребенок может вырасти дурачком, условно говоря. Как вот вы боялись, не боялись? Почему вы поняли, что вот надо дать этот выбор, надо его отпустить в какой-то момент, и в итоге вот вырос Зевс, да? Хотя у нас, в принципе, есть примеры, когда люди проводили огромное количество времени за компьютером, и в итоге ничего из этого хорошего не вышло. Ну, вырасти дурачком или не дурачком, это, скорее всего, зависит не от того, что он играет в киберспорт или футболист, допустим, или хоккеист и так далее. Это все зависит от того, что заложат там родители сами, как бы, да, и люди, которые дают ему там толчок в молодости, да, вот там сейчас лет там 5, 6, 10, 15, те люди, которые старше его направляют, вот от них зависит больше. А дурачков некоторые родители сами своих детей делают порой. Они становятся во время киберспорта дурачками. Это неправильная версия совершенно. Насколько я знаю, у Зевса не все было в порядке с оценками в школе. Опять же, вопрос по той же направленности. Как вот вы поняли, что, опять же, результаты в школе, которые он показывает, то есть они ни о чем не говорят, они ничего не значат, и что, опять же, вырастет полноценный человек, который будет примером сейчас, причем во всех смыслах для многих игроков. Ну, во-первых, те, кто с ним учился, знают прекрасно, что он не был двоечником. Он был средний, как бы, ученик, не отличник и не двоечник. Среднячок такой. Вот, ну и нормально. Как бы меня это не напрягало, маму тоже это не напрягало. То есть как бы у нас не было задачи, чтобы там и желания, там он рос математиком или физиком, допустим, да. Но те люди, которые его знают сейчас и общаются с ним, то есть как бы понимают, что он
грамотный человек, как бы, и во многих вопросах знает больше людей, у которых по 2-3 диплома там есть. Вот вся история, как бы. Тут не нужно волноваться. Все происходит где-то лет с 17-22 где-то года. Вот этот промежуток, то есть как бы такой, когда уже понимаешь, нужно, что, куда, как, посоветовать и так далее. То есть выбор уже сделан был, и смысла там как бы дергаться не видел никакого вообще. Так уже и мы советовал это уже сам. У вас два сына. Младший сейчас играет в футбол. Его результаты пока что не такие звездные, но опять же, футбол — это игра, в которой, я считаю, наверное, вы со мной согласитесь, намного жестче конкуренция, потому что если там киберспортом увлекается 1 миллион человек, там футболом увлекается 100 миллионов человек. И, естественно, там нужно пахать. Почему, опять же, Богдан пошел по футболу, почему и как вы его поддерживаете в этом направлении? Ну, с Богданом там история такая, что он ходил и на плавание, и я его приводил и на борьбу, и приводил его на легкую атлетику, то есть как бы, ну, у него была такая тяга к мячу. И в 8 лет я его привел на Металлист, Кушмаеву Юрию, тренер такой был, хороший очень был тренер. Вот. И он сказал, пусть занимается, мальчик неплохой, может что-то с него будет. Ну и как бы у Богдана в составе Луганской Зари есть золотая медаль Ю-21. Он чемпион Украины уже как бы тоже стал 1 раз. Ну а сейчас мы собираемся в Европе зацепиться, и там немножко проблемы из-за того, что в прошлом году мениск у него был, операцию перенес он. И полгода сейчас восстановление происходит. Восстановился, те же агенты, которые звонили до травмы, как бы возобновились, начинают звонить, интересоваться, что как, он сейчас в хорошей форме. Ну и вот ждем лета. Летом будет все известно, что да как. Это, значит, первый турнир, который вы, насколько я знаю, посетили вместе с супругой. Да. Нравится ли вам здесь находиться? Что скажете вообще? Наверняка смотрели много чемпионатов по Твичу. Все. И, соответственно, вот когда здесь находишься, что испытываешь? Ну да, это очень хорошо подготовились. Хочу заметить, что публика классная, молодцы ребята, фанаты собрались поддержать всех. Вот, набились так нормальное количество их. И сама атмосфера. Буду посещать теперь все турниры, я надеюсь. Последний вопрос. Я заметил, что при счете 15-6 или 5, когда поляки уже вели на Инферно, вы ушли вот как раз-таки в эту комнату, где мы сейчас записываем интервью. Нервы не выдержали? Да нет, просто всегда я на таком счете ухожу, уединяюсь. Это у меня так, как бы в себя немножко ухожу. Я понимаю, что уже по игре первая карта проиграна. И не хочу, чтобы видели люди со стороны, как я расстраиваюсь. Хорошо, большое спасибо. Надеюсь, что еще увидим вас не на одном турнире. Спасибо, Сеня. Всем привет. Нави, дави.